Уважаемые друзья и посетители моего канала, сердечно приветствую вас. После моего предыдущего музыкально-аналитического обзора на дуэт Сундета Байгожина и Димаша Кундрабегена, где они исполнили арию Фролло из мюзикла «Нотр-Дам де Пари», ссылочка будет вот здесь вверху, я получил от вас реакции и просьбы не только продолжить делать реакции на такого замечательного певца, как Димаш Кундрабеген, но сделать еще один обзор на его дуэт с китайским певцом-исполнителем Тенгри или Тенгером. Но он получил прозвище, название Тенгри, что, кстати, имеет особое значение. Я к этому чуть вернусь позже. Я посмотрел этот дуэт и понял. Несомненно, этот дуэт заслуживает самого пристального внимания. И сегодня я хочу вас пригласить в небольшое музыкальное путешествие, которое мы с вами совершим во время моего обзора. Поэтому те, кто не подписались, самое время подписаться. Ну что ж, мы начинаем. Позвольте, надену наушнички и пенсне. Начнем, пожалуй. Только что мы с вами слышали горловое пение. Оно развито в Монголии, во внутренней Монголии, как части Китая тоже, и среди тюркоязычных народов, которые населяют Центральную Азию, также это известно и в Бурятии. Примеры этого вы можете сейчас услышать. Вот так, например, поют на Алтае, а вот горловое пение в Бурятии. Это остатки очень древней культуры, которая существовала в этих регионах, и она относится даже к доисламскому периоду. Оно аутентично и необычно. Существует два основных принципа горлового пения. Это расщепление звука на обертоны. Один из них – это когда делается так называемая ложная октава, когда певец поет и расщепляет свой голос и делает искусственную октаву внизу, и вы слышите, как будто это поет настоящий бас, чуть ли не бас профунда. Это искусственно, но это большое умение так сделать. А второй тип у нас с вами представляет, когда голос расщепляется, оставляется очень такой протяжный звук внизу, как и сон, а наверху идет расщепление на обертоны. И это расщепление вы можете услышать даже в современных условиях и возможностях, если подойдете к пианино, нажмете резко на какую-нибудь ноту, да, и, нажав даже на педаль, а потом ее отпустив, послушайте внимательно, как будет затухать звук. И вы услышите те же самые обертоны, которые можно услышать в горловом пении. Какой инструмент? То, что мы сейчас с вами увидели, называется морин хур. Это инструмент, который также распространен в регионах Монголии и Центральной Азии. И переводится он достаточно просто. Морин,
Может быть, у вас возникли ассоциации со словом «мерин», «мерин». И это однокоренные слова и переводится как «лошадь». Это заимствование «мерин» слова из, в данном случае, монгольского языка. И «хур» означает «инструмент». Раньше он выполнялся в форме, и сейчас он немножко выглядит в форме лошадиной головы, и когда-то он обтягивался натуральной кожей, и отверстия были построены сбоку для того, чтобы во время звучания горлового пения наиболее консонантно звучать вместе с ним. Сейчас, к сожалению, в силу технических характеристик и особенностей это уже не так уже не делают, и делают деку из обычного дерева. Но это очень интересный национальный инструмент. Ну, вы видели, как сейчас произошел переход от ритмов, которым, может быть, и не одно тысячелетие, к современным ритмам. Это очень интересно наблюдать, и эта динамика, кстати, развития во многом так называемой кроссоверности. А Димаш Кудайберген, который сейчас будет выступать в этом дуэте, как раз певец кроссовер, то есть человек, музыкант, исполнитель, который может петь в абсолютно разных жанрах, от оперной до народной, как угодно. Сейчас такова тенденция в современном мире, и все больше и больше певцов пытаются овладеть этой техникой, которой Димаш уже владеет. Какое нежное прикосновение к каждому звуку у певца Тенгера, которого прозвали Тенгри. Тенгри – это не просто имя, это целое понятие в домонгольской культуре, которая была с древности на этой территории. Это остатки пантеизма, и переводится слово «тенгри» как «небесный», «небо», может быть, «небесный посланник». И сам певец Тенгри, он этнический монгол и населяет внутреннюю Монголию, это часть Китая, которая находится на севере Китая, а совсем неподалеку, на северо немножко западе, находится крупнейшее поселение, где компактно проживают казахи. Это крупнейшая диаспора, которая находится вне Казахстана. Сейчас примерно 1,7 миллиона населения. Казахи традиционно придерживаются ислама и говорят на казахском языке. Конечно, он немножко отличается, диалект чуть-чуть, все-таки влияние Китая очень сильное. Но внутренняя Монголия и Уйгурский автономный округ, где они проживают, не сказать, что совсем соседи, но они находятся не очень далеко друг от друга. Это интересно, потому что культурные связи, несомненно, присутствуют. И Димаш, который выступает на китайской сцене, не такой уж очень чужой в Китае. Все-таки он представитель одной из крупнейших национальных общин меньшинств Китая. Душой как поет человек, а? Ну, вот у нас и Димаш. Сейчас дуэт
исполняет каждый небольшую свою микроарию, да, микровступление, представляя свою партию. И сейчас должен, по логике, петь один Димаш. Давайте послушаем. Классическая постановка голоса. И нежно как тоже. Димаш сейчас поет, если я не ошибаюсь, на казахском. И мне было бы интересно понять, о чем поет Димаш. Потому что мне кажется, что я догадываюсь, зная опосредованный перевод с китайского на английский, с английского на русский, к сожалению, очень тяжело найти тот источник, ту песню, ту перевод, который существует на русском языке. Но, тем не менее, я бы попросил тех, кто владеет казахским, написать, о чем сейчас поет Димаш. То, что сейчас пел Димаш на казахском, я могу предположить, соответствует монгольской песне, которая называется «Хун Галуу», которая переводится как «Гуси-лебеди». Она очень популярна, она известна в Монголии. Кстати, певец Тенгри начал петь на китайском языке, а «Хун Галуу» – это песня расставания, песня грусти. Ее примерный перевод таков, что осень наступила, и лебеди, выстраиваясь в линию парами, улетают на юг, улетают из своего родного севера, оставляя север, место своего рождения, глубоко в своем сердце. И нужно как-то эту грусть, когда мы это наблюдаем, как-то запить вином, потому что иначе очень это все тяжело переживать. Это не дословный, а примерный перевод. А в китайской мифологии гуси, лебеди в данном случае, это, во-первых, символ парности, символ верности супружеской. И расставание здесь – это прощание с любимым или с любимой. В данном случае, когда поют мужчины, это можно отнести к тому, что они прощаются с любимой женщиной. Это высокая аллегория, и эта песня грустная. Она даже в оригинале говорится о том, что это грустное явление, что улетают журавли на юг, покидают нас. То, что сейчас подошла подготовка, это явно начнется у нас с вами дуэт, потому что было представление арии, микроарии, соответственно, Димаша и Тенгри, и сейчас в развитие переходит уже сама песня. Давайте послушаем. Я хотел прерваться, потому что сейчас ритмы начинают все больше и больше подходить даже к небольшой кульминации. Очень интересно, что сейчас предпримет Димаш. Димаш уже употреблял вот этот вот небольшой фрагмент музыкальный, вокальный, в песне «Грешная страсть». Там был небольшой фрагмент, где он этот же кусочек, только чуть-чуть с другим
предваряющим началом это сделал. Интересно, небольшие домашние заготовочки – это очень правильно, это профессионально. Давайте-ка я сейчас попробую определить, в какой тональности они поют, для того, чтобы мы поняли, если Димаш возьмет какую-то высокую ноту, в какой ноте непосредственно Димаш находился, в какой тональности. Мы с вами путешествуем из соль мажора в ми минор, и это параллельные тональности. Давайте послушаем, если Димаш будет брать свои запредельно высокие ноты, что это будет за нота. Это у нас с вами была ноточка ми второй октавы, не самая высокая, у Димаша отнюдь не самая, но он ее взял на прекрасном, опертом дыхании, микстом, таким очень мощным. Прекрасно. Ну и выход на, судя по всему, коду, на финал. Это построение музыкальное, оно трехчастно по своей структуре, поэтому было начало, развитие и традиционно сейчас будет кода. Посмотрим, что будет в коде, насколько они дуэтом будут петь и как будут представлены их партии. Как они прекрасно поют. И здесь у меня даже возникает небольшая ассоциация, поскольку Тенгри поет внизу, а Димаш наверху, и у нас с вами есть ассоциация с улетающими журавлями в небе, которые летят парой. Вот здесь есть небольшой символизм мужского и женского начала, инь и янь, если хотите. Не только сейчас изменилась тональность, но Димаш перешел на китайский, что, конечно же, вызывает бурю восторга среди слушателей, которые в зале. Это для них и одной язык. И теперь они с певцом Тенгри, Димаш и Тенгри, поют оба на китайском языке, и я думаю, что они продолжат в дуэте на китайском языке петь. Потому что теперь у них будут совпадать языки, на которых они поют. Какой молодец Димаш и команда Димаша, которая стоит за ним. Насколько правильно, когда ты приезжаешь в иную страну, начинать петь хотя бы куплет или песню. Идеально было бы, если всю песню, но хотя бы один куплет на родном языке для той страны и того народа, куда ты приезжаешь. Это очень правильно. И это настоящие музыканты. Вот и они поют. Вот они и поют как раз на китайском оба, то, что я и говорил. И сейчас, по идее, это будет финал.
насколько они деликатно и нежно поют, и видно, что оба получают огромное удовольствие от самого дуэта, от совместного творчества. Ну, дорогие друзья, что можно сказать? Позвольте я поделюсь своим личным впечатлением, которое вы, наверное, уже поняли. Димаш и Тенгри пели изумительно. Они получили удовольствие от совместного творчества. Звучание прекрасно, чистейшая интонация, нежнейшее прикосновение мастеров звука, вокального звука, что Тенгри, который пел в китайской традиции, это китайская традиция, такое исполнение. Заметьте, какие он приемы делал, когда он брал на дыхание, его концентрированно держал, но при этом выдавал минимально звука, но диафрагма была максимально сжата, и дальше он ее выпускал для того, чтобы выдать силу звука. Это очень интересный прием, который, конечно же, не связан с европейской школой. И это хорошо. Да здравствует разнообразие. И насколько прекрасно, вокально пел Димаш в академической хорошей школе с фольклорными мелизмами и приемами казахскими, которые он использовал и использует, и, надеюсь, будет использовать. Пусть это всегда будет его особым, таким особым приемом, узнаваемым. Вот этот вот фольклор, который он использовал, тоже замечателен. Позвольте я подытожу. С профессиональной точки зрения и национальный ансамбль, который был с национальными инструментами, национальное исполнение, прекрасный оркестр и оркестровка, и прекрасное соединение их в аранжировке на меня произвели очень высокое впечатление. Исполнение Тенгри необычно для нас, и оно прекрасно. Человек поет большой душой. Как, кстати, большой душой поет и Димаш. Они поют в разных манерах, и это прекрасно. Вот такие вот кроссоверные дуэты вызывают у меня полный восторг, потому что здесь есть смешение прошлого, настоящего и будущего. И я даже себе позволю небольшую вольность. Я выскажу свою ассоциацию между певцом Тенгри и Димашем. Ведь когда-то монголы воевали с тюркоязычными племенами, которые жили в Средней Азии, и участвовали в их этногенезе, вначале через войну, а потом уже монгольские племена смешивались с тюркскими племенами, которые населяли Среднюю Азию. Отсюда, кстати, у населения Средней Азии немножко монголоидные черты. И в связи с этим я хотел бы предположить и высказать некую свою ассоциативность в том, что это очень похоже как рукопожатие через поколение. Как будто дедушка, да, вот человек старшего поколения, пожимает руку и передает опыт новому поколению Димаша, поколению певцов-кроссоверов, которые сейчас прекрасно исполняют разножанровые, разнохарактерные вокальные свои произведения и песни. Дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравился и сам дуэт, и очень надеюсь, что вам понравился мой обзор. Если это так, пожалуйста, не забудьте подписаться, поставить лайк и, пожалуйста, оставляйте ваши комментарии, которые я очень внимательно читаю. Пишите мне, на кого бы вы хотели увидеть ваши обзоры. И я с радостью, по мере моей возможности, постараюсь это сделать. Поэтому позвольте отложу уже наушнички и камертон. Пожелать вам хочу крепчайшего здоровья. Крепко вас обнимаю. И до новых скорых встреч. Искренне, ваш